Итак, мы приехали с рынка, привезли мясо и собираемся его замариновать. Как подготовиться к этому делу? Во-первых, у вас должна быть абсолютно чистая доска. Во-вторых, наверное, вам понадобится нож, может быть, мусат, которым подправить нож. Вам понадобится, возможно, несколько салфеток, влажная, сухая, для того, чтобы нож протереть, для того, чтобы протереть руки вовремя. Где-то рядом должна быть вода для того, чтобы руки помыть. Потому что сейчас нам очень важно соблюдать стерильность. Во-вторых, надо приготовить сразу все специи, которые вы собираетесь использовать при мариновании. Вот они у меня здесь все подготовлены. Те продукты, при помощи которых вы собираетесь мариновать. Например, лук, не знаю, там, чеснок, имбирь. Что у вас будет? Соевый соус. Все это должно быть рядом под рукой. Возможно, вам понадобится какой-то такой боул, большая там пиала, для того, чтобы смешивать в ней маринад, подготавливать маринад, ситечко, терка и, самое главное, хорошее майское настроение. Начнем с баранины, потому что это проще всего. Вот та баранина, которую мы купили с вами на рынке. Вернее, не баранина, это ягнятина. Отлично доехала, она до сих пор прохладная. Кстати говоря, вот об этом, о том, как ваше мясо доедет с рынка, тоже надо заботиться. В теплое время года хорошо бы иметь какую-то сумку-термос, хорошо бы иметь какие-то аккумуляторы холода. Все это стоит копейки, но такие вот простые недорогие вещи помогут вам и деньги сэкономить, у вас мясо не пропадет никогда, и здоровье сэкономить. Никто не отравится, ни с кем плохо не станет после вашего шашлыка. Вот надо сразу с самого начала обратить внимание, что вот эти кусочки, которые я сейчас раскладываю, почечная часть, они несколько толще вот этих кусков, да? Понимаете? И поэтому первый ингредиент, главный ингредиент нашего маринада, соль, им должна достаться в несколько большем количестве. Я знаю, нам на базаре взвешивали, что здесь примерно кило 800 мяса. Вот на 3 килограмма мяса нужна вот такая полная ложка соли. Но у нас здесь не 3 килограмма, поэтому вот столько убираем. И вот этой соли, в принципе, должно хватить для всей баранины. Люди солят по-разному. Некоторые солят сильнее, некоторые солят меньше. Это связано даже с этническим происхождением человека, понимаете? Потому что вкусы, очень многие вкусы записываются буквально на каком-то генетическом уровне. Посолили с одной стороны, разворачиваем кусочки мяса на другую сторону. И опять вот эти кусочки, которые потолще, просаливаем несколько сильнее, а те, которые потоньше, солим несколько умереннее. Есть у меня в друзьях один очень хороший мастер по приготовлению шашлыка. Вы скоро с ним познакомитесь в одной из серий кулинарного путешествия в Азербайджан. Мы немножечко забросили этот проект, но скоро к нему вернемся. Так вот, этот мастер, его зовут Ильмас, он мне показывал другой способ, как солить. Во-первых, для посола мяса он использует соль несколько крупнее. Он солит куски мяса и потом отряхивает. И говорит, вот то, что прилипло, это и достаточно. Да, для азербайджанской баранины этого более чем достаточно. Да, для азербайджанской баранины вам не понадобятся специи. Мясо, которое выращивают здесь, в средней полосе России, в том числе баранина, вот ягнятина, она имеет менее выраженный вкус. Посмотрите, это ягненок. Мы с мясником выяснили, что ему всего лишь навсего, где-то 6 месяцев, не больше. Сейчас апрель, середина апреля. Когда он родился? Он родился где-то в середине октября. Понимаете? И вот что он ел? Сначала он ел мамино молоко. А та что ела? Ела комбикорм, скорее всего. А он всю зиму чем питался? Вот этот ягненок, которого мы сейчас собираемся съесть. Разумеется, он тоже питался так себе. Не слишком вкусными кормами. Дело в том, что мясо любых животных, особенно тех, которые растут быстро, очень сильно зависит от вкуса кормов, которые они получали. Вот поэтому на этого ягненка я применю еще и немножко зиры. Я вам сейчас рассказываю тот рецепт, который мы выработали за 10-12 лет, который нам приходится готовить баранину вот здесь, в России. Эта баранина требует некоторых специй, и пропорции эти выверены нашим семейным опытом.
Хотите, прислушайтесь к ним, хотите, попытайтесь составить какие-то собственные пропорции. Можно, в принципе, купить и готовые наборы специй. Не надо их так брезговать. Эти готовые наборы специй, как правило, составляются очень сильными профессионалами. Вот кориандр, то есть молотый кашниш, семена кориандра. Его побольше. Я беру почти что столовую ложку. Вот сколько соли, столько и кориандра. От черного перца и зиры в половину меньше. Это выверенные пропорции. Эти пропорции мы выверили за вот это 10-12 лет, что мы готовим из баранины здесь, в Москве. Мы уже знаем хорошо вкус этой баранины и знаем, как ее надо приправлять. Вам может показаться сейчас, что слишком много специй. Уверяю вас, вот когда будете кушать это мясо, вы вкус этих специй не очень-то и заметите. Вы будете чувствовать яркий вкус, яркий аромат хорошей ягнятины, хорошей баранины. При помощи этого набора специй можно вообще имитировать вкус мяса. Можно сделать, например, какой-то фарш, куда не положить ни грамма мяса, но вот добавить вот этот набор специй, и вам будет казаться, что вы едите мясо. Может, где-то что-то как-то неравномерно распределилось, да? Ну, давайте вот так вот немножко помассируем. Кстати говоря, вот массаж мяса, он помогает и размягчению мяса, и он помогает также проникновению в основном соли вовнутрь мяса. Это очень важный момент, потому что хорошо, правильно просоленное мясо имеет даже цвет другой, оно имеет даже запах другой, не говоря уж о вкусе. Мы еще вернемся к этому вопросу, как солить мясо, мы его обязательно обсудим, а пока надо как можно плотнее, аккуратненько уложить все мясо, и я уберу это мясо в холодильник. По сути дела, можно было бы и не убирать, если бы мы готовили прямо сегодня. За 2 часа, за 3 часа с посоленным и приправленным мясом при комнатной температуре ничего не случится. Самое главное, чтобы мясо было чисто разделанным. Но мы видели, что тот мясник на самом деле очень аккуратно все сделал. У меня руки абсолютно чистые, посуда у нас чистая. И мы сейчас накроем для того, чтобы сюда уже больше ничего не летело, да? И пускай стоит. Мы его сейчас накроем, и в принципе оно могло бы постоять вот какое-то время, до тех пор, пока мы разведем уголь, пока подготовим мангал, оно могло бы постоять прямо вот так. Но поскольку я собираюсь готовить не сегодня, а, открою вам секрет, даже через несколько дней, я уберу это мясо в холодильник. С бараниной, вернее с ягнятиной, я вам могу признаться, нам сегодня повезло. И с говядиной нам тоже очень повезло. Это просто отличный кусок говядины. Понятно, да, как она устроена? Здесь был хребет. Вот ребра проходит начало, самое ребер. Это была спина бычка. Видите, каким она хорошим жиром покрыта. Вот здесь располагалась вырезка. Вырезку они срезали, наверное, кому-то другому продали. Но вырезка говяжья обычно стоит, ну, не меньше 700 рублей. И если бы я покупал этот кусок вместе с вырезкой, мне бы его по 300 рублей килограмм уже никто бы не продал. Наверное, продали бы рублей по 500. Ну, что-то такое среднее арифметическое между вырезкой и всем остальным мясом. На самом деле, из говяжьей вырезки можно приготовить отличный шашлык. И он практически не нуждается в никаком мариновании. Вот только чуть-чуть посолил, может быть, немножечко жирка добавить какого-то, если вырезка будет достаточно постной и сухой. Но это мясо прямо очень хорошо откормлено, если говорить об обычной скотине. Смотрите, здесь прям прослоечки жирные проходят. И здесь снаружи довольно много жира. Но вот, к сожалению, где-то там на рынке этот жир слегка запачкали. Что придется делать, я не знаю. Ну, посмотрим, можно ли снять какую-то пленочку. Да, можно. Аккуратненько, ножом, вот эту запачканную пленку, да, жалко, но придется ее убирать. Вы понимаете, в чем дело? Внутри мясо стерильно, оно буквально идеально. Оно осеменено какими-то микробами. Снаружи. Ну, посмотрите, какие-то щепки и так далее. Ну, что поделать? Это рынок. Это не стерильное производство, да? Поэтому как можно скорее, как только принесли мясо, его надо обработать и стараться не испачкать вот этим вот
рыночной, простите, грязью нашу доску и нашу посуду. Нож после этого тоже нужно будет помыть как следует. Вот здесь тоже давайте так отскребем мясо. Можно протереть влажной тряпочкой, а вот мыть мясо я вам не советую. Это уж совсем крайний случай. Давайте с этой стороны посмотрим, что происходит. Ну, вот это все обрежем уже, то, что подсохло. Ну и вот здесь вот ребра. А залежи мяса находятся с другой стороны ребер. Мы вот из этого мяса будем готовить шашлык. Но пока я не буду снимать это мясо с костей, потому что я оставлю его на так называемую выдержку. Это мясо проведет у меня в холодильнике при плюсовой температуре, ну, может быть, 10 дней, минимум 7 дней. Ему уже дня 2-3, но сейчас оно все еще жесткое. Оно начнет размягчаться спустя 7-8 дней после забоя. И это абсолютно естественный процесс. Связи между мышцами, связи между волокнами естественным образом ослабнут, и мясо станет мягким. Самая главная наша задача сейчас предотвратить порчу мяса за эти 7-8 дней, что оно проведет в моем обычном холодильнике. Ну, во-первых, мы срезали практически всю грязь, да? Но где-то есть вот открытое мясо. Вот здесь. Уже я его руками трогал, я дышал на него. Поэтому мы будем использовать консервирующие свойства соли и специй. Вот здесь примерно 4 килограмма мяса. И на это мясо я возьму 2 столовые ложки соли. И я возьму сюда примерно столовую ложку куркумы. Куркума хороший, естественный антибиотик. Черный перец, то же самое. Я возьму немного зиры. Зира тоже хорошо предотвращает порчу мяса. Теперь я надеваю перчатки. Перчатки не для того, чтобы мясо испачкать. Его уже до меня руками трогали, я руками трогал. Это уже все бесполезно. Вот для того, чтобы руки не пропитать куркумой, не хочется ходить с желтыми руками. Чистый поднос. Размешиваем смесь. И начинаем обсыпать все мясо. Вот жир, ну по сути дела сало, да? Оно вот просто даже от соли, если есть соль достаточно, оно не испортится. Поэтому стараемся, чтобы прилипло как можно больше. Стараемся втереть и специи, и соль прямо в мясо. Все равно сколько-то обсыпется, ничего страшного. Потом еще раз покроем. Вот пахнет уже очень вкусно. И вот эти торцы, срезы мяса, им надо уделить особое внимание. Их прям вот надо как можно гуще намазать. И здесь это легче сделать, потому что мясо влажное. К мясу здесь и соль, и специи охотнее прилипает. А это именно то, что нам надо. Потому что именно отсюда может начаться распространение бактерий. А мы им создаем такой достаточно надежный заслон, который известен людям задолго до того, как они открыли антибиотики. Вот этого всего можно было бы и не делать, если бы у меня был специальный холодильник для вызревания мяса. Но у меня обычный бытовой холодильник, такой, в котором холод разгоняется вентилятором. Это хорошо. Для того, чтобы мясо не сильно высыхало, можно в этот холодильник поставить небольшой увлажнитель воздуха. Эти увлажнители воздуха буквально копейки стоят. Для того, чтобы дополнительно предохранить мясо от порчи, прямо в холодильник можно поставить ультрафиолетовую лампу. Такие продаются в магазинах для грудных детей, для того, чтобы обеззараживать постель там ребенка. Такие продаются в магазинах для грудных детей, для того, чтобы обеззараживать постель ребенка, все окружающее пространство. Вот в холодильнике на ночь можно включать такую ультрафиолетовую лампу, и она убьет бактерии, если вдруг они там заведутся. Еще один важный момент. Если мы положим мясо, то под мясом рано или поздно натечет сок мясной. И вот эта влажность, даже при температуре плюс 5, плюс 3 градуса, она сыграет на руку микробам. Микробы не живут в сухом месте. И вот это надо учитывать. Поэтому
Можно, в принципе, подцепить мясо на крючки и каким-то образом подвесить в холодильнике. Если такой возможности нет, ну, пластиковые полки, не решетки, а пластиковые полки, тогда надо поступить по-другому. Можно оставить вот этот же поднос, но подложить под мясо 2-3 коротеньких шампура. Понимаете? Чистые шампуры кладете, и все мясо вокруг обветривается. Оно не лежит своей плоскостью ни на чем. Но если холодильник решетка, и вот здесь вот снизу кости все равно сухие, можно положить прямо на решетку, прямо на голую решетку, и тоже все произойдет нормально. Может быть, что-то, какая-то капелька влаги из мяса вытечет, ну и ничего страшного. Но вот этим мясом мы теперь займемся непосредственно перед приготовлением шашлыка.